Почему не всегда все должно быть идеально, чтобы получить девятку? You know, I'm just trying to make it look like a typical YouTuber video, and there's some flowers in the background at least, and not just a shoe rack. Привет всем! Сегодня воскресенье, и мы говорим с вами, как всегда, по воскресеньям про экзамен IELTS. И будем разбирать сегодня IELTS Speaking. Если вы давно на моем канале, давно на меня подписаны, то вы знаете, что у меня есть серия видео, где я разбираю ответы людей разного уровня на вопросы из части IELTS Speaking. И даю свои комментарии, почему им поставили 7, почему им поставили всего лишь 6, и почему им поставили 8, например. И я поняла, что в этой серии видео я ни разу еще не говорила про оценку 9 и людей, которые получают 9 за speaking, хотя это вообще-то возможно. Сегодня мы посмотрим на один из таких примеров ответов. Естественно, что это будет mock-тест, то есть это не настоящий тест IELTS, потому что кто вам покажет настоящий? Privacy, you know, and stuff. Вот, но все равно, мне кажется, такие видео очень полезные для разбора, если вы сами готовитесь к экзамену IELTS в данный момент и хотите набрать те самые заветные 9 баллов. Помните, что для многих университетов или работы, если вы хотите получить визу и работать в англоязычной стране, самое главное это average score, average IELTS score, то есть общий балл. И если, например, вы чувствуете не очень уверенно себя в части reading или writing, с помощью speaking, вы можете сбалансировать свой общий балл и в итоге набрать довольно высокий балл. Если, например, у вас будет speaking 9, а за writing вы получите 6,5, то в итоге вы получите, скорее всего, 7 или 7 даже с половиной. Depending on how well you do in the other parts of the IELTS exam. На YouTube вы можете найти очень много видео с этими самыми примерами ответов в части IELTS Speaking с разными совершенно баллами, разных совершенно людей из разных стран. И сегодня я смотрю видео с канала, который называется IELTS Daily. Мне это видео прислала моя ученица, которая сейчас готовится к IELTS. Поэтому спасибо, Юля. Я уверена, что это видео, как мое, так видео, которое мы будем разбирать, будет очень полезно всем, кто сейчас готовится к экзамену IELTS. До того, как мы начнем, естественно, я должна вам напомнить, чтобы вы не забывали подписываться на мой канал, потому что я стараюсь выпускать видео довольно регулярно, как минимум раз в неделю, а еще иногда стараюсь даже 2 раза в неделю. Мы здесь с вами разбираем всякие разные интересные посты из Инстаграма на предмет супер полезных и классных слов для того, чтобы вы сдали IELTS на 8 или даже на 9. А еще мы разбираем всякие типичные ошибки во всех частях IELTS и еще много всего интересного. Посмотрите мои видео, я обязательно оставлю пару ссылочек здесь и еще в описании к этому видео. А еще у меня есть Инстаграм, в котором I'm being lazy, seriously, at the moment. However, I really hope that I'm gonna go back to it soon and upgrade it. Еще хотела бы напомнить, что я даю консультации по подготовке к IELTS. Это может быть полезно для людей, которые решили подготовиться самостоятельно, без преподавателя, которым нужно составить план именно в соответствии с их нуждами и их проблемами в английском языке. Мы с вами встречаемся на 90 минут. Я проверяю одно ваше эссе и еще одно описание графика или письмо. Зависит от того, какой IELTS экзамен вы сдаете, General или Academic. И на основе этого я составляю вам план, естественно, по срокам, которые вам будут актуальны. Для некоторых я составляла план на неделю, для некоторых составляла план на 3 месяца. В общем, it all works. Поэтому пишите мне в Инстаграме, в Директ, и я обязательно вам отвечу. Ну и, конечно же, оставляйте комментарии под моими видео. Я всегда рада с вами пообщаться и отвечаю на все комментарии под своими видео. Поехали. Сразу хочу сказать, что Крис сам комментирует ответ Саския. По-моему, так девушку зовут. И вы можете послушать его комментарии, конечно же, это тоже всегда полезно, но он в этом видео говорит по большей части про confidence, то, что уверенность очень важна, когда вы хотите ответить на 9, на какой-то высокий балл, что, I mean, seriously, really? That's like a mind blow. Естественно, что если вы чувствуете себя уверенно и вы точно уверены в знании английского языка, то, скорее всего, получите 8 или 9. Я сегодня больше буду говорить про язык, который использовала Саския, и расскажу вам, почему ей поставили 9, и почему не всегда все должно быть идеально, чтобы получить 9. Do you have a large family?
I don't actually. It's just myself and my brother. So it's very tight-knit. Обратите внимание, что она использует такие слова, как actually, то есть pause feelers. Они добавляют естественности вашему языку, и поэтому ее ответ звучит не как заученный ответ на вопрос на экзамене, а скорее просто как разговор с другом. И мы отметим ее употребление вот этого выражения tight-knit. Это называется идиоматическое использование английского языка, что, естественно, дает вам 8 или 9, потому что that's what they call natural use of English. Because of the distance, I make it a point to, call them every day so we don't feel such a large gap. I make it a point to do something. Тоже очень классное выражение. Don't feel such a large gap. Ну, если честно, questionable такое выражение довольно, что она имеет в виду. Возможно, она имеет в виду the distance between them. То есть she wants them to feel close to each other. Я не уверена по поводу этого выражения. Я бы не сказала, что это выражение особо идиоматичное. Do you drink a lot of water? I try to. I know you're supposed to have like 6 liters a day. That does not happen. But I try to keep a bottle on me as much as possible. You are supposed to. Тоже хорошее такое выражение. Это будет считаться сложной грамматикой. I try to keep a bottle on me as much as possible. To keep a bottle on me. То есть она могла бы сказать I try to carry my bottle everywhere with me. И это было бы окей, но не идиоматично, потому что that sounds a little bit unnatural. Но так как она это сказала именно теми выражениями, которые она воспользовалась здесь, это natural English, это естественное использование английского языка. Do you ever drink bottled water? I do, yes. Because in Sri Lanka, where I grew up, you don't actually drink water from the tap. You can't. Заметьте, что после того, как она говорит yes, I do, она не останавливается, она продолжает и дает объяснение, почему же она пьет bottled water. Также еще она использует выражение tap water, то есть она показывает, что она знает, как сказать, как говорить о разных видах воды. Do you like to look at the sky? I do. It's very peaceful and just calming to look at the sky. Не так много деталей здесь. Можно было бы и побольше сказать, почему она любит смотреть на небо. Но if you ask me, this is a ridiculous question. Seriously. Я уже говорила об этом вопросе, кстати, в одном из своих видео и предлагала вам варианты решения этой проблемы, варианты того, что сказать в ответ на этот вопрос. Но она очень хорошо сказала здесь, упомянула хорошие прилагательные, peaceful и calming. Не то чтобы они advanced, но они подходят по смыслу, поэтому it's all good. Do you prefer to look at the sky during the day or the night? If you're not in the city, I think the night sky is stunning because you don't have the light pollution, so you just see a lot of stars and it's just beautiful. Light pollution, все эти выражения, они advanced. Do you enjoy learning about the stars and planets? I do. I think it's very interesting how the stars and the planets really influence how people perceive their lives. I'm not saying that they actually influence your life, but I'm saying how, I feel like people always want something to blame when things go wrong. Мне здесь нравится то, что она прерывает себя и начинает говорить немного о другом. И это очень хороший пример того, что даже запинаясь, вы можете получить 9. Просто потому, что она показывает, что она думает в процессе ответа, что это не заученный ответ, и что совершенно нормально менять... ход своих мыслей в течение ответа на вопрос, потому что это спонтанная речь. But I'm saying how, I feel like people... То есть это совершенно два разных предложения, и они никак не связаны, но она себя прерывает очень хорошо и умело. Она останавливается, потом говорит и дальше говорит I feel like. То есть она показывает, что она думает, что она говорила какую-то мысль, потом передумала, потом поняла, что я хочу сказать что-то другое. И останавливает сама же себя, используя pause feelers. Это очень классный прием, который показывает, что вы умеете владеть английским языком на идиоматическом уровне. Пойдем ко второй части.
So an older person who has inspired me would be my mother. Мне нравится, что она начинает с заявлением о теме своего ответа, но в то же время у нее нет типичных фраз типа «Today I'm going to talk about». Она начинает с точной копией того, что было в карточке. Конечно, это можно сделать было более креативно, но, как вы видите, чтобы 9 набрать, не надо быть супер креативным. Еще мне нравится ее использование would, то есть сослагательного наклонения. Она не говорит «An older person that inspired me is my mother». Она говорит «An older person who inspired me would be my mom». And the reason I find her so inspiring would be because she didn't finish, like she didn't go to university. Опять, смотрите, она себя прерывает, потому что понимает, что она не совсем уверена, как закончить предложение, и она говорит «She didn't finish like she didn't go to university». Она сама себя прерывает, и это опять же не будет считаться за ошибку, потому что вы как бы сами себя исправили. She got dragged into, like, she got a modeling job. Она не могла решить, каким глаголом воспользоваться, но в то же время она умудрилась показать, что она знает глагол to be dragged into something. Потом в конце она просто сказала с помощью простого глагола started. And she built buildings. She builds buildings. Мне кажется, что большинство моих учеников бы никогда такого не сказали, потому что у них в голове есть блок. Я не должен повторять слова однокоренные слишком часто, я должен изобрести 100-500 синонимов. Как вы видите, нет. Конечно же, это mock-тест, но она показывает другими способами, что она знает язык на очень высоком уровне. И builds buildings, it's fine, you know. She still didn't let that inhibit her getting an education or getting places in life. Inhibit her getting an education. Beautiful, beautiful. Слово inhibit и то, что она знает, как его использовать, что это слово используется с герундием, ее использование герундии здесь вместе с her. Супер. Давайте к третьей части перейдем. Does the government provide good social care for elderly people where you live? Not really, because we are a developing country, and because of that, I feel they don't actually take the time to make the space and the I don't know how best to explain this because it's such a complicated. Заметьте, опять она начинает рассказывать, но ей хочется немножко побольше объяснить, потому что это part 3, естественно. И здесь она просто пытается выиграть время, да? I don't know how best to explain it. По сути, это не ответ на вопрос, но это очень хороший филлер такой для того, чтобы выиграть время и для того, чтобы продолжать в то же время разговаривать, да, и показать, что я думаю на английском, я хочу это показать экзаменатору. If you ask me, в этом вопросе она немножко делает, you know, she's overdoing it, she's overthinking it. И очень многие ученики то же самое делают. Суждать, это такой вот философская такая тема, я не уверена, что я думаю, может быть вот это, а может быть вот то, ну, в общем, у меня очень много аргументов, я еще не решил. Давайте по-простому, вы просто решите, скажете yes or no, и дальше пару аргументов туда подбросите, и все. Это вопрос, кстати, yes or no, и поэтому на него можно ответить просто yes or no, и она сразу же отвечает на него, а потом уже дает такие немножко рассуждений. Мне кажется, she's overdoing it, but, you know, it's up to you, of course. How can society ensure that older people are not neglected? I think it comes with teaching the younger generations to respect their elders, because neglect, it's something that, you know, if you see your parents neglect their parents, you're more likely to neglect your own. Does that make sense? And if you teach young kids that this is how you are supposed to care for somebody, regardless of how old they are or how valuable they are to you in your society, I think then you'd make sure that, you know, there's less neglect going on of older people. И единственное, что я бы здесь сказала, что она слишком часто говорит слово neglect. Я бы все-таки как-то перефразировала это и использовала какие-то другие выражения. Но опять же, на фоне ее overall ответа, те конструкции, которые она использует, времена, которые она использует, причем там нет никаких major таких mistakes. Мы разобрали детально все части ответа. Если говорить в общем, то всегда готовьтесь к тому, что экзаменатор на экзамене не будет с вами так живо общаться,
общаться, улыбаться вам и говорить какие-то приятные вещи. Самые главные выводы, которые я хотела бы сделать из этого ответа, это то, что не обязательно использовать 100-500 синонимов для простых слов в вашем ответе, чтобы получить девятку. Не обязательно использовать суперсложные конструкции на каждом шагу. Можно пару раз их использовать, показать, что вы умеете их использовать, и that's good. Не обязательно говорить все идеально. Очень даже хорошо иногда себя прерывать, конечно же, с использованием правильных pause fillers, с использованием правильных фраз, показать, что вы думаете на английском. И не обязательно использовать какие-то сверхъестественные слова. Можно использовать пару идиом, пару фразовых глаголов, но правильных использовать, не знаю, герундий, может быть, или какую-нибудь конструкцию интересную, и вы можете претендовать на девятку. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Спасибо, что посмотрели его до конца. Оставляйте обязательно комментарии о том, что вы думаете, и мы увидимся с вами очень скоро, я надеюсь, уже на следующей неделе. Пока-пока!